Не все знают, что Индонезия – это страна вулканов. Их тут около 3000. Да, это не шутка. И для местных жителей вулканы играют большую роль в религии и в жизни. Расскажу про ближайшие 4, до которых можно добраться, живя на Бали. Это вулканы Батур, Агунг, Иджин и Риджани. Я бы разделил их на 2 категории. В первую входят Батур и Иджин. Это вулканы для тех, кто хочет с минимальной подготовкой взобраться на настоящий вулкан и насладиться прекрасным видом, при этом не испытывая особых превознемоганий. Вторая категория – это Агунг и Риджани. Эти вулканы для тех, кто любит бросить вызов самому себе и обладает достаточной физической подготовкой для этого. Но давайте по порядку. Начнем с главных правил, соблюдая которые вы облегчите свой вулканический трип. Не ленитесь брать с собой побольше одежды. Приближаясь к вершине, может стать весьма холодно. Это может помешать как следует насладиться видами. Второе – это, конечно, обувь. Если есть возможность, то лучше всего использовать специальную трекинговую обувь. А если такой нет, то хотя бы обычные кроссовки. На всех вулканах есть участки с вулканическим шлаком. Он рыхлый, как песок, и скользкий. Из полезного, конечно, лучше всегда брать с собой трекинговые палки, налобные фонарики и перчатки. Эти вещи тоже очень помогут при любом восхождении. А теперь давайте знакомиться с вулканами. Батур. Наверное, Батур – это самый известный вулкан на Бали, который все считают своим долгом посетить. Мы также были не исключением. Для старта нужно добраться к подножью вулкана в очень живописное место с одноименным озером Батур. Там есть вся инфраструктура и очень много приятных отелей. В один из таких мы заселились. Если вы располагаете временем, там также можно потратить его в горячих источниках, как это сделали мы. Свое восхождение мы запланировали на раннее утро, чтобы встретить рассвет на вершине вулкана. При этом мы ни с кем не договаривались о сопровождении гида и решили, что пойдем сами. Проснулись в 4 утра, вышли из отеля, увидели людей, идущих в джунгли, и пошли за ними. В итоге оказалось, что без провожатого не получится. По дороге мы встретили маленькую группу в сопровождении гида. Заплатили ему 500 000 рупий за 2 человек и присоединились к его группе. Поднимались мы чуть меньше 3 часов. Подъем был вполне терпимый, сложностей особых не было. Только поначалу было жарко, а ближе к вершине стало холодать. Но это стоило того, потому что виды на вершине открываются шикарные. Время 9 утра, и мы отправляемся на покорение очередной вершины Индонезии, плато Инджин. Это плато, состоящее из нескольких вулканов. Расположено оно на острове Ява. Чтобы туда попасть, мы пересекли весь Бали до порта Гили-Манук. По дороге, как всегда, было на что поглазеть. Мы добрались до порта Гили-Манук. Время в пути у нас получилось 6 часов с 2 остановками. Уже буквально вот через пролив видно Яву. Чё? Сколько стоит? 38 000 за 2 человека и 1 байк.
Ну вот мы и добрались до нашего отеля. Мы заселились в нереально большой и комфортный отель для этих мест, вокруг которого можно, кстати, тоже много чего посмотреть. Наша комната вот здесь, а мы вот здесь. Рано утром следующего дня мы отправились к стартовой точке, откуда можно подняться на самую красивую вершину плато Иджин. Мы находимся у подножья Инджина. Время 4 утра. Это вот касса, мы купили билеты за 300 тысяч за человека. Сейчас нужно найти, где взять маску для подъема, потому что там сложно дышать. Здесь очень много народу, куча палаток. Наверное, когда будет светло, будет лучше видно. Мы взяли в аренду противогазы. Да, мы почитали, что наверху иногда бывает нереально дышать от запаха серы, так что они нам там могут пригодиться. Итак, мы пошли наверх, и первое, с чем мы столкнулись по дороге, это такси-телеги до вершины. Наверх предлагают подъем вот на таком такси. Да, представляете, если ты не хочешь идти пешком, то садишься в такую телегу, и 2 или 3 человека тащат тебя наверх. Выглядит это очень странно, но тем не менее спрос на эту услугу есть. Мы же пошли пешком и были приятно удивлены, что дорога наверх очень комфортная и напоминает прогулку в парке. Мы еще до верха не дошли, но запах серы уже очень неприятный. Походу, скоро придется одевать. Кто-то уже одел. Вот эта вот дымка, это уже все газ. По пути нам реально несколько раз пригодились противогазы. Моментами концентрация серы была такая, что даже слезились глаза. Достигнув вершины, мы увидели завораживающие виды выжженных холмов. Ну вот вы вроде добрались. Но главное, зачем мы сюда поднялись, это своими глазами увидеть самое большое в мире высокогорное кислотное озеро, которое сейчас было закрыто облаками. Весь ландшафт на вершине очень красивый, и поэтому местные сюда ходят просто погулять, а туристы едут за красивыми фотографиями. Если вам не нравятся большие скопления людей, сюда лучше приезжать в будни. Немного погодя, ветер прогнал тучи, и мы смогли увидеть озеро во всей красе.
Там же мы встретили людей, которые каждый день спускаются в кратер вулкана к берегу кислотного озера, чтобы добывать серу для продажи. Видно и нечем дышать. Я вообще не представляю, как этот человек это несет. Hello. Попробуй подними. Мало того, что они это делают без противогазов, но больше всего меня поразил вес этих корзин с серой. 16? Я попробовал поднять одну и почувствовал себя слабаком. Ну, 16. 60. Опа! О, no, you strong. По ощущениям, килограмм 70 весит, если не больше. Это вообще жесть. Как они снизу это тащат наверх. Просто невероятно. В общем, поход на Иджин производит сильное впечатление от всего, что там увидишь. Наверху выглядит все очень круто и эпично. Это стоит потраченного времени и денег. Теперь мы идем вниз по очень живописной дороге. И это напоминает легкую прогулку, потому что вся дорога очень удобна. Нигде не надо перелазить. Ветер очень быстро разгоняет всю серу, поэтому сейчас назад идем уже даже без респираторов, абсолютно ничем не пахнет. Так что как повезет. Направление движения при эвакуации, если вулкан будет активен. А мы тем временем закончили наше восхождение, успели спуститься. Очень крутое место, тут вон даже есть пейзаж, можно пофоткаться. Днем выглядит все вот так. Здесь вот на входе кафешки, тут огромный кемпинг с палатками, люди сюда приезжают, видимо, на несколько дней. Все довольно-таки цивилизованно. Здесь вот карта. Касательно погоды, на улице очень комфортно, не так жарко, как на Бали, это очень чувствуется. В общем, место очень классное, подъем несложный, всем советуем, виды открываются офигенные. Сегодня наша команда отправляется на Агунг. Поехали. Итак, мы подобрались к вулканам посерьезнее. Вторая категория. Агунг. Этот вулкан впечатляет своим видом еще у подножья. Но стартовая точка для восхождения расположена на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. Пока туда едешь, уже понимаешь, что эта задача не самая легкая. Примерно за 5 километров до нужного места начинается очень крутой серпантин, на который заедет не каждый байк. Итак, первый раз мы туда заехали вдвоем, чтобы осмотреться и послушать очевидцев. Ты брал гидов, правильно? Сколько стоит? Вы приехали, значит, в 12, да? К 12. В 11. В 12 ты начал свой подъем. Только вот недавно вы спустились? Сам занимает без остановок где-то 3,5-4 часа. Там было 4, дошли только 3. Сюда ты пришел во сколько? Вот спустился. 11:30. 11:30. Спуск намного тяжелее на самом деле. Ну и сейчас поднимается. После того, как нам объяснили, насколько сложный подъем, Оля оценила свои силы и отказалась подниматься. В ночь восхождения я вернулся туда уже один. Всем привет! За моей спиной находится вулкан Агунг. Его высота 3030 метров. Сейчас
примерно 12:30 ночи. И я собираюсь туда взойти. Те, кто туда ходили, и местные говорят, что дорога очень сложная. Подъем займет больше 4 часов. Стартуют на восхождение все примерно в 12 часов ночи, чтобы успеть встретить рассвет на вершине. My name? Yes. Я был не исключением. Паша. Your name? Кетут? Кетут. Go? Pay. Pay now? Yeah. Мой гид Кетут сказал, что мы будем подниматься 4,5 часа. Поехали. Мы добрались до первой отметки, которая находится не очень далеко. Это один из известнейших храмов Бали. Мы здесь остановились, потому что мой гид сказал, что ему нужно провести церемонию перед восхождением. Вот он сейчас там что-то делает, я ему не мешаю. Вот. Но мы уже устали. От храма мы прошли полчаса. По расстоянию непонятно, но дико жарко. И тут you're tired? No? Говорит, что не устал. В общем, тут вид уже просто безумный. Невероятные звезды, жалко, камера не передает. А у Кетута опять церемония. Так что во время церемонии у нас передышка. Прошел час, стало сложнее идти. Идем медленно, но верно. Уже вон кого-то догнали. Ну вот, сейчас мы идем уже по отвесным скалам, используем перчатки. Подъем последние метров 500, просто вертикальный вверх. Карабкаемся с руками, с ногами. Обязательно нужна правильная обувь. Последние метров 200 отвесной скалы начинаются уже с страховочной веревкой. Лучше за нее держаться. Мы остановились на привал посреди какой-то огромной расщелины. У нас больше нет костра, но зато здесь абсолютно нет ветра. Можно отдохнуть. Кетут сказал, что здесь даже можно поспать. Can we sleep? Yeah. Long way, long trek is very good. Оказывается, у нас еще в наш трип включен перекус. Целый пакет таких снеков, жареных бананов. Приятная неожиданность. О, банана. Thank you. Вот такая штука. Жареный банан. После такого долгого подъема ощущение, что я вкуснее ничего никогда не ел. Мы почти добрались до вершины, и Кетут решил меня еще накормить завтраком, представляете? Горячий кофе. Что может быть лучше? По пути мы успели дико замерзнуть, устать, карабкаться по веревкам, поспать на камнях, причем я смог уснуть даже стоя, пожечь костры, дважды перекусить. И вот спустя примерно 5 часов мы добрались до заветной цели. Yeah. Good job, Mr. Yeah. Congratulations to you. Thank you. Stop. The first. Мы добрались. Number one. Отметочка. Так. See. Тягунг. Yeah. Strong.
Даже ветер, сдувающий с ног, не помешал впечатлениям. На рассвете виды просто нереальные. Вокруг тебя океан из облаков. Всем превозмогания, как всегда, стоили всего. Виды просто нереальные. Там над облаками, там тень какая-то нереальная от вулкана. Там еще какой-то кратер, а там вообще океан. Мы с другом Китутом нормально смутили трип. Уходить оттуда не хочется, но если задержаться больше, чем на 2 часа, обратный путь будет под палящим солнцем. Но даже без солнца обратная дорога оказалась сложнее, чем путь наверх. Теперь нам предстоит самое интересное. Часов 6 спускаться вон туда, по отвесной скале. Да, тут самое главное правильная обувь. Я просто обязан был еще раз показать, по какой отвесной скале мы спускаемся. Всю обратную дорогу ты идешь с потрясающими видами, но колени на спуске все время дико болят от напряжения, и приближаясь к финалу, все больше хочется упасть и не вставать. Просто какие-то нереальные виды. А вот протекают облака. Надо мной летит самолет. Вниз бежит Китут подальше от меня. Я спускаюсь с вулкана. Что может быть лучше? Ну еще спуск дико экстремальный.
Это очень важный фактор. Добравшись до храма, от которого мы стартовали, чувствуешь, что дополз благодаря местным богам. Мы дошли. Good job. Good job. Thank you. Мы пришли к храму, с которого все началось. Thank you, mister. You best. Честно говоря, до сих пор не верится. Помимо дикой усталости в мышцах, я же еще вообще не спал. Не верится, что все закончилось. Если вы досмотрели до этого момента, то поздравляю. Дальше вас ждет самое интересное и сложное восхождение, которое фактически является трехдневным походом на второй по высоте вулкан во всей Индонезии – Ринджани. Находится он на острове Ломбок. Добрались мы туда на пароме со своим байком от порта Паданг-Бай. 165 за все. Этот паром, кстати, ходит круглосуточно. Плыть примерно 5 часов. Мы загрузились на паром одними из последних, и поэтому мест сидячих нам не хватило. Будем 5 часов, как все эти люди, и просто сидеть на полу. Если не хотите так же, то пробирайтесь на паром в числе первых. Мы приплыли в порт Лембар на острове Ломбок, чтобы посетить один из самых высоких вулканов Индонезии – Ринджани. Остров Ломбок по размерам не меньше, чем Бали, поэтому если едете на своем байке,
то учитывайте, что от порта прибытия до стартовой точки похода ехать еще примерно 4 часа. По пути нам, конечно, захотелось перекусить, и мы столкнулись с небольшой сложностью. Ребята, на Ламбоке проблема с кафешками, вот, поэтому мы нашли спасение в Индомарте, Индомарт Фреш. Это элитный Индомарт. Даже свежевыжатый сок. Такое приятное местечко, здесь работает кондиционер, есть своя кофейня и сосиски. Ну и как? Божественно. И вот такая вот штучка. Здесь прям подогревают. Наси на минималках. Аям. Ой, муравей. Выглядит симпатично. Самое популярное и удобное место для старта на восхождение – деревня Сембалу. По прибытию в деревню мы заселились в предоставленный нам уютный отель. Нам повезло, мы пойдем вдвоем в поход. С нами будет 2 портера и гид. Там же нам провели небольшой инструктаж. My slogan: eat, sleep, climb. That is the slogan from an adventure. И измерили наши медицинские показатели для восхождения. Kita ada memantau ini menunggunya percaya dah. Так как это все-таки поход на несколько дней, для него нужен минимальный запас снаряжения. У нас такого снаряжения с собой нет. Поэтому мы воспользовались услугами одной из местных туристических компаний, которая предоставляет ночлег перед восхождением, гида, 2 портеров-носильщиков, которые, кстати, также являются поварами, и необходимое снаряжение – палатки, спальники, трекинговые палки и так далее. Нас обрадовали, что старт похода примерно в 10 часов утра, так что можно выспаться. Начнем наш день приключений. На следующее утро нас накормили завтраком, еще раз кратко рассказали про маршрут и на мототакси довезли до стартовой точки. Thank you. Мы на старте. Okay. Same. Okay. Good luck. Have fun, bro. Have fun. Bye. Sama-sama. Мы начали наш путь на первую ночевку. Сейчас до первой остановки идти будем примерно час. Нас сопровождает наш крутой гид. Зовут его Пам. Hello. Мы отправились в поход и сразу после старта стали встречать другие группы. Как оказалось, маршрут этот очень популярный среди европейцев и местных. Ребят из СНГ мы почти не встречали. Саламат Паги! Мы тут все наряжены в кроссовках, в специальной одежде, в рюкзаках. А парень вот идет в шлепках быстрее всех. Первая часть пути была довольно легкая. Мы постепенно забирались наверх по холмам. Останавливались мы в специально оборудованных пунктах отдыха.
Нет лучше энергетического напитка, чем Кока-Кола. От одного пункта до другого ландшафты меняются, и красоты становится все больше. В одном из таких мест отдыха у нас был обед. Ну что, мы, в общем, добрались до нашего обеда. Первые впечатления какие? Идти было несложно, потому что не было солнца, нам очень повезло. По дороге мы встретили меньше 50% иностранных туристов, в основном все локалы. Очень много шерпов ходит. Такое ощущение, что шерпов больше, чем туристов. Они куда-то все носят. Видимо, за ними следом придут туристы. Вот такой чудесный обед нам приготовили наш гид с поварами. Традиционный наси горенг и кофе. Дальнейший маршрут становился все сложнее. Тропа уходила все круче и круче вверх. Обратно. Туда и обратно. Мы дошли до 4-й позиции, и здесь нас настиг сильный дождь. Экстрима добавляется. После дождя мы замедлились, и к накопленной усталости добавилась грязь. И вот, наконец, к вечеру мы доползли до первого пункта ночевки, который расположен на высоте 3000 метров. You can do this! Yeah. Yeah, багуз! Мы поднимались сюда 5,5 часов. Было очень увлекательное приключение и сложное. Здесь нас уже ждали наши портеры с собранными палатками и ужином. Это стоило того, на самом деле, очень крутые виды. Чувствуешь себя здесь прям сразу как будто отдохнувшим, солнце припекает. Надеюсь, что с таким же приподнятым настроением мы завтра зайдем вот туда.
С виду кажется не так сложно. Но эта высота, на секундочку, 3780 метров. Только посмотрите, какая здесь переменчивая погода. Hi. Прошло всего полчаса, и уже моросит легкий дождик и нагнало туч. Так что мы не знаем, чего ожидать. Еще через полчаса, может быть, будет снег. We need snow. Do you want some chili sauce? На закате нас накормили горячим супом, Chicken curry. Selamat makan ya. Yeah, best. и мы отправились высыпаться перед предстоящим восхождением. Итак, гайзы, время 2 часа утра. Мы встали, собираемся, чтобы подняться на Риджане. К сожалению, сейчас, наверное, ничего не видно сзади, но там уже некоторые ребята поднимаются. Наши шерпы, гиды встали в час, приготовили уже завтрак. Вот, показываю. Завтрак на одного. Оля отказалась вставать и идти. Она решила еще поспать, потому что слишком жестко для нее. А вот поспать толком не удалось. Мы легли в 8 часов. Из них, может быть, всего час удалось поспать, потому что такое ощущение, что ребята тут вообще не спали. В палаточных лагерях в этих музыка играла. Постоянно кто-то ходил и разговаривал. Так что, если соберетесь, готовьтесь к этому. Вот, а мы потихонечку доедаем завтрак, сворачиваем вещички и начинаем подъем, как вот эти вот ребята, которые сзади идут, Bah moi, les montages photos qui sont proposés, c'est par Google Photos. французы. Надо не отставать. Погнали. Мы вдвоем с гидом медленно пошли наверх, в толпе таких же отчаянных. Толпа постепенно рассеивалась, потому что чем выше мы шли, тем сложнее был подъем. Поднимаемся по лютой сыпухе. Мы прошли всю сыпуху и дошли до первого места стоянки, остановки. Вот, очень много народа. Сразу видно, примерно человек 40, наверное. Интересно, наверху хватит всем места или нет. Дальше нам предстоит примерно 400 метров отвесного подъема. Он будет гораздо жестче, по слухам. Так что будем пробовать. Ну что, мы это сделали. Последние 300 метров была полная жесть. Вертикальный подъем, сыпучая какая-то порода под ногами. Еще сказывается высота, начинает шатать. Рюкзак перевешивает назад. Несколько раз чуть не упал. В общем, жестко. Вот, но мы добрались. Мы на вершине. Холод, конечно, адский. Ждем очень сильно, когда выйдет солнце.
Высота 3726 метров. Мы покорили эту вершину с нашим гидом, что здесь просто дичайший холод, даже с появлением солнца особо ничего не греет. Но виды стоят того. Очень круто. Насладившись этой красотой сполна, мы с гидом отправились обратно к нашей стоянке. Обратный путь был долгим, красивым и сложным. Мы шли несколько часов, как будто по зыбучим пескам и пыли. Если пойдете когда-нибудь на Риджани, обязательно раздобудьте где-нибудь гамаши, трекинговые палки и оденьте всю теплую одежду, потому что очень холодно, а без гамаш у вас так же, как у меня, будут полные кроссовки песка и пыли. Где-то там за облаками Оля сидит и пьет чай, кайфует. По прибытию в лагерь нас уже ждала Оля и второй завтрак. Приветики. Немного отдохнув, мы отправились дальше по нашему маршруту. Следующая остановка была у красивого высокогорного озера с чистой водой и полностью захваченного рыбаками. У озера мы пообедали и отправились к следующему месту ночевки. Мы шли несколько часов и оказались около горячих источников, где и разбили лагерь. Это было очень круто. Кто еще может похвастаться, что ночевал в джунглях и у него была ванна с горячей водой? Всем доброе утро. Прошла наша вторая ночь. Сегодня будем идти третий день. Проснулись вот около горячих источников в компании, в большой компании. Вот. Сейчас мы поедим наш вкусный завтрак. Наши ребята уже нам приготовили кофе, фрукты, омлет, жареная картошечка. Сегодня нам предстоит крутой путь через водопад, реку. И будут очень крутые, офигенные виды. Очень классный и интересный день. После всех сборов мы отправились в долгий путь до финишной точки. Маршрут проходил через нереально красивые места. Как будто ты попал в какой-то фильм. Скалы, джунгли, ущелья, водопады.
Через примерно 3 часа пошел дождь, и мы добрались до места обеда. Мы очень устали, но были в приподнятом настроении, потому что до финиша осталось идти еще чуть более 2 часов. Вот это была действительно сложная дорожка, но мы дошли до нашего ланча. Ланч. Наш гид нам только что сказал, что нам идти осталось всего лишь 2 часа, но эти 2 часа будут интересны, потому что остальную дорогу мы будем идти через джунгли, где будет еще больше грязи, но самое главное, там еще будут пиявки. Пиявки, представляете, здесь есть, которые, он говорит, их здесь очень много. Ой. Нам предстоит пройти через лес, где примерно 360 дней в году идет дождь. Там очень мокро, грязно и, главное, весь лес кишит пиявками. В принципе, все, о чем нам говорил гид, было правдой. Когда мы добрались до цивилизации, это было большое облегчение. И в то же время грустно, что такое крутое приключение подошло к концу. Багус, вы winner! Мы сделали это. Мы финишировали в деревне Ториан. Было классно. Восхождение было сложно, но прикольно. Вот, было все очень красиво. Всем спасибо. Дальше мы двинем в далекое путешествие. Очень долго, часов, наверное, 10 мы будем, в общем, ехать домой на Бали. Для вас уже все. Если видос понравился, не забудь подписаться и жмякнуть на лайк. Ну а мы двигаемся дальше. Увидимся в новых интересных местах.